Я вас приветствую, и пришло время вспомнить еще один фильм из детства, который канул в безвестность, ушел, так сказать, в тень. Хотя в год выхода он как будто бы производил впечатление, и у меня в памяти даже отпечатались некоторые сцены из него. Вышел он, к слову, в 1998 году, и с тех пор я о нем ничего не слышал. Может быть, его по 10 раз в год крутят по телевизору, но у меня уже давно нет телевизора. Поэтому предлагаю моим сверстникам поностальгировать, а тем, кто помладше, посмотреть, с какой прикормки дурели их отцы в свое время. Не очень сильно, правда, и то только тогда, когда кончалось основное блюдо. Итак, это фильм «Зодчий теней». И первое, что бросается в глаза, когда он начинается, это то, что он снят по Брэму Стокеру. И нет, это не фильм про вампиров. Вообще-то Брэм Стокер не только Дракулу написал. Как вы могли этого не знать? Вон у него какой список сборников буков, по некоторым из которых, как и по Дракуле, даже экранизации есть. Одна из самых популярных после Дракулы – это «Логово белого червя». Тоже, кстати, пересмотреть надо. А самое его экранизируемое произведение после Дракулы – это «Алмаз семи звезд». Там что-то про мумию, поэтому не очень интересно. Что же касается «Зодчего теней», то даже по нескольким кадрам фильма можно понять, что сравнивать экранизацию с оригиналом нет никакого смысла, потому что Брэм Стокер родился где-то до нашей эры во времена динозавров. Да что ты, черт побери, такое несешь? А тогда точно не было пекалей с лазерными прицелами. Впрочем, несмотря на это, я прочитал рассказ и могу с уверенностью сказать, что общего у рассказа с фильмом только название. Но кому сейчас уже не насрать. Итак, начинается фильм с того, что некий боевой священник, у которого вместо креста и кадила 2 пистолета с лазерными прицелами, заглядывает в какой-то притон, чтобы остановить вот этого мужчину по имени Квинланд, который уже вовсю с друзьями проводит ритуал по призыву нечистой силы, чтобы быть первым в очереди на опиздювание этой нечистой силой, как это заведено в подобных случаях. И так как священник не сильно торопится, ходит что-то, осматривается, засматривается, обнюхивается и грезит зимней рыбалкой, сектанты успешно зачитывают заклинание «Пусть затмится свет, и пусть тень вернется». И используют в обряде все необходимые ингредиенты, принесенные вот этим мужчиной по фамилии Ламберт. Мистер Квинл, вы что-то говорили насчет денежной компенсации? Среди которых лобковые волосы, лейкопластырь и фото его сына. Видимо, ему сказали, что это ритуал по избавлению от алиментов. Но в любом случае, его хватает его же тень. Шум слышит наш священник и спешит наверх. Но знаете, крови, стекающей с потолка сквозь щели, через которые еще пробивается свет, ему, видимо, было мало для принятия такого решения, не говоря уже о том, что он должен был слышать, как зачитывают заклинания. Но вот он наверху, а там уже никого. Приходите завтра на сеанс призыва Бафомета. Хотя нет, как по требованию Антона Городецкого. Всем выйти из сумрака. Сектанты по очереди начинают выскакивать из сумрака за порцией свинцовых пилюль, не подозревая, что священник в совершенстве владеет ганкатой, что не мудрено для человека, с которого как будто бы срисовали Макса Пейна. Тень же решает не рисковать, несмотря на то, что ей от этих выстрелов не было бы ни больно, ни щекотно. Будем считать, что она, как и Имхотеп, еще пока поглотила мало человеков и не набралась сил. Сделав дело, священник, которого, кстати, зовут Васи, то есть Васян, Васька, Василий, Васка да Гама, если официально, обыскивает чела, съеденного тенью, выглядящего теперь как использованный уголь для кальяна, и перекидывается парой слов с главарем сектантов. Ты видел? Видел? Я ничего не видел. Тени. Да, всего лишь тени, одна из которых свалила в окно, разбив стекло, после чего он садится в машину к боссу, то есть к священнику поглавнее, а не то, что вы могли подумать. Они были там? Вы их... Да. Квинланд? Да. Я нашел вот что. Виктор Ламберт. Вы его тоже убили? Нет. Обычный разговор священников. Даже странно, что они не продолжили разговор в подобном ключе. Николас, у меня уже 2! У меня 17-й! Вместо этого главный сознанием дела говорит, что это было жертвоприношение, и они закончили первую часть ритуала. Вторая должна состояться во мраке наступающего затмения. Боевой священник во все это не верит, но все равно решает съездить в городок, куда наведывался этот забулдыга, согласно билетам, найденным у него. Эта же тень уже добралась до городка по канализационным трубам. Да, быстро, но какой ценой? Как же от нее, наверное, воняет теперь. Прибывает она, к слову, на кладбище, где ее интересует одна конкретная могила. Момент прибытия фиксирует патрульный.
Что за... И хочет проверить, что там за взрывы. Вроде все должны покоиться с миром, а там у них чуть ли не война. О своем намерении он сообщает в офис шерифа и идет прогуляться среди могил, где обнаруживает одну разрытую. После чего его как хищник начинает донимать голос, воспроизводя слова того забулдыги. Вы что-то говорили насчет денежной компенсации? Патрульному это, конечно, не нравится. Но получить в лицо спецэффектами 97-го года разлива еще неприятнее. И уж тем более быть покусанным мухами, выполненными с помощью все тех же спецэффектов, за которые, между прочим, в 1998 году фильм получил награду на каком-то фантафестивал. Короче, патрульный остается на кладбище, а мы утром следующего дня знакомимся с шерифом, который спит с теткой паренька с той фотографии, который, в свою очередь, живет с тетей, потому что его отец алкаш, с недавнего времени мертвый, а у мамы однокомнатная могила. Да, тень интересовалась могилой его матери. Шериф же почему-то стремается того, что люди могут узнать, что он спит с женщиной. Знаю, но все равно нам лучше быть осторожнее. Тебе не кажется? Она с тобой знает весь Гранд-Ривер. Неправда. Может, они не все знают? Это точно тайна за 7 печатями. Сэм, ты не забыл наручники? Или нет? Но соседи точно не в курсе. Привет, Сэм. Здравствуй, Сэм. Здравствуйте, мистер и миссис Баттерман. Привет, Сэм. Джордж, Цезарь. Блин, просчитался, но где? Наверное, не стоило в городке такого размера ездить на блядки на служебной машине. Впрочем, это не так важно. Лучше зацените отсылку на Дракулу. Ну или кота Базилио. Вы же не думаете, что он просто так в солнечный погожий денек надел солнцезащитные очки? Священник тем временем во весь опор несется в Гранд-Ривер, и ему еще ехать целых 110 миль. Жаль, он не знает про короткий путь по трубам. Городок же проснулся и вовсю готовится к фестивалю затмения. Шериф с помощником едут в офис с мыслью, что эта неделька, как и всегда, запомнится парой котов, снятых с деревьев, и беспечно забирают завтрак из кафешки. Лиззи, какая ты сегодня красавица. Про Лиззи, кстати, сразу можно забыть. Второй раз она появится под конец фильма. И то только ради того, чтобы сиськи показать. Бесполезный персонаж, в общем. Доброе утро, Мэгги. Никто не украл город, пока мы спали? Сэм, Игорь давно не выходил на связь. Он хотел проверить что-то на кладбище. Я звонила Дженни. Но ты уже ушел? Уверен, он до сих пор ищет. Шериф решает сгонять на кладбище, но не потому, что ему не наплевать на Игоря, а в надежде, что хотя бы тамошние обитатели не знают, что он трахает Дженни Хатчер, и обнаруживает там разрытую могилу, а в ней Игоря. Черт. Ты чё трахаешь Дженни? Тут как раз не спавший всю дорогу до пункта назначения доезжает Васян и чуть не сбивает пацана. Скользкий тип. Извращенец, наверное. Священник, я видел его воротник. А я что говорю? Надеюсь, шутка не основана на личном опыте режиссера. Он решает не любопытствовать, что на кладбище могло привлечь столько внимания. А зря, потому что ему было бы полезно взглянуть на это. Кожа гелиореактивна. Надо держать тело подальше от света. Но священник едет в церковь, чтобы там... Священник спрашивает священника. Знаете этого человека, падре? И в целом, не зная, что он должен узнать, Думаю, вы за этим приехали. Я сам не знаю, зачем я здесь, отче. он узнает то, что надо. Здесь копия писем старого отца Ниринга Ламберту насчет крещения. Какого крещения? Сына Ламберта, разумеется, его крещение. У него что, есть сын? Есть. Кристофер Хэтчер живет у своей тети на Бродвей-роуд. Кстати, интересная деталь. Мальчика зовут Кристофер, и он носит фамилию матери Хатчер, в то время как у его отца фамилия Ламберт. То есть он как бы Кристофер Ламберт. Но, видимо, пацанчика решили оградить хотя бы от одной проблемы, потому что... Остались лишь один. Ну и это не так круто, как Чейси Лейн. Ага. С новой инфой в кармане священник едет в офис шерифа. Сразу он этого не сделал, наверное, потому что не хотел выглядеть странно, размахивая чужими правами перед лицом шерифа. Ну типа никто же ни разу не видел, чтобы священник такой: «Властью Богом мне данной лишаю вас водительских прав, потому что так водить это грех. Ходите теперь пешком, пожалуйста». К тому же владелец этого удостоверения свое отъездил. Шерифа в офисе не оказывается, зато там его помощник Нестор, большой шутник. А зачем вам, шериф? Мне нужно разыскать одного мальчика. Здесь у нас это запрещено законом.
Идите к черту. И в целом сцена довольно забавная, особенно если поставить себя на место помощника, который рассчитывал, что служитель церкви подставит вторую щеку, но вместо этого был буквально послан нахуй. Ну и да, у режиссера реально, походу, был печальный опыт общения со священнослужителем. Доктор Коул тем временем сталкивается с проблемкой во время вскрытия патрульного. Что за черт? Здорово, отец. Правда, оживший труп тут же разваливается от света лампы, и из него высвобождается тот выхлоп батиного «Жигуля», обладающий телекинетическими способностями, который, как в случае с патрульным, высасывает из доктора жизнь. Ну реально, имхотеп. Совсем чуть-чуть опоздав, при обычных обстоятельствах это никто бы за опоздание и не посчитал, приезжает шериф. Доктор, увидев гостя, рассыпается, но отнюдь не в приветствиях. Хотя тут вроде было что-то похожее на «Привет, шериф!». Шериф озадачен. Это можно понять по его реплике. Что за чертовщина? Появляется священник, и кажется, он знает ответ на этот вопрос. Это ясно из его слов. Господь мой защитник. Кажется, я знаю. А я, похоже, вышел на новый совершенно непостижимый уровень пересказывания фильмов. Эти же двое теперь знакомы, и цель у них одна, как у тех двух терминаторов, с той лишь разницей, что они оба добрые. Первым делом они заезжают к его тете и узнают от нее, что во время крещения у Кристофера проявились стигматы, а это не хухры-мухры. Пусть предводителем повстанцев в будущем он не станет, зато ему будут открыты множество других дверей. Такие люди способны стать великими учителями, пророками, даже святыми. Ну и адский сатана от таких вещей с катушек слетает, особенно в день солнечного затмения. В итоге они разделяются. Дженни в одну каску едет искать Криса, а эти двое едут в церковь. И стоит ли говорить, что это довольно надуманный повод разделиться, потому что сведения, которые они узнают, мягко говоря, не будут прикладными. Сукин ты сын. И по факту им просто пацана найти надо, который весь день проводит с друзьями. В том числе они посещают местного сумасшедшего отшельника в исполнении Тони Тода, который помешан на иллюминации. У него же фонарики мэра и лампочки с веранды мисс Эггерс. Даже рождественские гирлянды Джинджер Кирк. Она никогда их не снимала. Это, кстати, его работа. И как и подобает сумасшедшему, он тонко чувствует окружающий его мир, а потому подозревает о том, что кто-то прячется в тени. Церковь же, вопреки всем штампам и клише, не такое и безопасное место, поэтому отчим Зодчий Теней уже там и донимает священника, но так как Зодчий боится света, священнику удается оставаться в относительной безопасности. Но у Зодчего читы, он умеет разбивать лампы, поэтому священник все. Да, эти двое опоздали. Впрочем, в их планы не входило его спасение. Они здесь ради этой дофига важной бумажки, которая лишь проясняет, откуда Квинлан узнал про мальчика. Спасибо, конечно, фильму за такое скрупулезное раскрытие сюжета, но благодаря этому эти двое как будто бы занимаются какой-то бесполезной фигней. Зато им выпадает честь лично познакомиться с Зодчим, который, высушив уже 4 человека, обрел какое-никакое физическое воплощение, и теперь лицом похож на доктора Дума, а прической на этого чела из Кривого Зеркала. Правда, это не значит, что его теперь берут пули. Нет, такое всемогучее зло придется побеждать смекалкой. Кстати, хочу предположить, что вот этот эффект попадания света на Зодчего и в целом его образ, как будто бы подернутый маревом, будут потом позаимствованы для игры Anal Shake, хотя навряд ли, конечно. Васян и шериф же благополучно сваливают и приезжают в офис, где Васян просит епископа прислать ему по факсу страницы черной книги заклинаний. Епископ Галло, пришлите мне факсом страницы черной книги заклинаний. Звучит это слегка комично. Сейчас бы он, наверное, просто попросил епископа прислать ему голосовуху с этим заклинанием. Город тем временем потихоньку съезжает с катушек, отравляемый присутствием зла. Дети разбирают на части кукол и складывают из них пентаграмму. Какой-то дед зарубает топором свою старуху, и просто люди дерутся друг с другом, как будто под их городом протекает река розовой слизи. Это психомагнетическая плазма, вот что. Она влияет на поведение, очень влияет. Черт знает что, Сэм.
Уже 3 драки с тех пор, как приехал. Очень вовремя тетя Дженни вспоминает, что она хотела поужинать с Крисом на работе. Странное решение, казалось бы, если учесть, что она работает в ветеринарке. Но надо понимать, что далеко не всех животных удается спасти. Шериф отправляет туда своего помощника, но первым все равно прибывает зодчий. Спавнит 2 барбосов, по которым плачет сапог Элис, и хавает фельдшера. Вторым приезжает Крис и подвергается нападению адских гончих, которые, к счастью, недоразвитые и не в состоянии допрыгнуть до мальчика, забравшегося на шкаф. И, наконец, приходит Нестор покормить пёселя. Кристофер совершает поразительный трюк и обезвреживает обеих собак, но попадает под влияние зодчего. Из транса его выводит Нестор, сделав на память фоточку, поэтому Крису удается убежать. А так как это инфернальное создание недоразвитое, оно не может догнать пацана на велосипеде, который так удачно пересекается с тетей на машине, и уже на машине им удается отделаться от собаки, но ненадолго. Он не умер! Нужен свет, чтобы его убить! Много света! Свет? А где? Я знаю где! И, конечно же, он имеет в виду Кови. Другого места со светом в городе, видимо, нет. Хотя если учесть, что в городе такая вот веселуха, как будто там открылся магазин нужных вещей, то в этом как будто бы есть смысл. Тем более, что это само собой срабатывает. И да, чтобы вы не подумали, что я обманщик, уля-ля, гименей, уля-ля. По итогу все собираются в одном доме, включая Кови, который прихватил с собой все свои лампочки-фонарики, а шериф с Васей приволокли генератор. Также к дому начинают стягиваться одержимые жители. Почему наши герои неодержимы, фильм объясняет предельно лаконично. Мы тоже такими станем. Нет, если останемся рядом с тобой. Исчерпывающим это объяснение сложно назвать, поэтому просто приходится сказать «ладно». Зато относительно целей и задач зодчего теней, фильм решает наконец-то навалить экспозиции с горочкой. Вот, послушайте. Если верить черной книге, вот наш демон. Фактор, обскурантик, строитель или зодчий теней. Вызывающий разгадать, нужно силу грунт предназначения. Секта навела совершенную красоту. Лучший из Господь, свой интенсив, Ничего не понимаю. Короче, зодчий теней хочет открыть врата между нашим миром и своим. Для этого ему нужно принести в жертву ребенка. Минутку, это же я, правда? Конечно, сходство же фотографическое. Но перед этим он должен собрать 6 душ, после чего ему будет не страшен рукотворный свет. демон придет за мальчиком. Вот если только... Только что? Если он будет для него бесполезен. Воу-воу-воу, на что это ты намекаешь? Ты же не хочешь сказать, что все дело в непорочности? И можно решить проблему, как в фильме «Однажды укушенный». Опоздали. Вы не могли. Вы были там меньше минуты. Вы смогли. Тогда позволь тебе напомнить. Здесь у нас это запрещено законом. 5 душ он уже собрал. И казалось бы, сейчас он может собрать еще хоть 50. Хотя, возвращаясь к предыдущим 5, не похоже, чтобы он проводил кастинг. Ладно, будем считать, что сейчас он занят решением проблемы по обесточиванию города. И в этом ему поможет пожилой Родион Эйнштейн, который очень расстроен тем, что раскроил череп своей старушке. Но зодчий вносит ясность в причины такого поступка. Все дело в звуке. Звук топора, разрубающего ее череп. Хочешь услышать его еще раз? Да. Смотри. Давай. И надо отдать должное фильму, местами он оригинален и ненавязчиво остроумен. Дед же, нанеся пару десятков ударов фантомной жене, таки роняет на себя столб. Город обесточен, и зодчий приходит за 6-й душой, которой, естественно, оказывается Мэгги. Хотя почему естественно? Она как персонаж даже больше мебели, чем Лиззи, ну да ладно. Тем временем происходит ассаульт на дом одержимыми жителями, к которому наши герои оказываются, не готовы. Поэтому Васян ранен, генератор сломан, тетя Дженни связана лианами. Зодчий теней, ты дурак? В общем, больше никто не мешает зодчему получить Криса, но мальчик запирается в другой комнате и припирает дверь комодом. Да, я тоже думаю, что в этой ситуации зарешало отсутствие комода. Потом он выбирается на крышу, но зодчий тут как тут. Не может быть, комод его не остановил. Так и запишем. Если за тобой гонится адский сатана, на комод не надейся. Спасти мальчика пробует священник, но зодчий начинает щекотать его под ребрами. Тогда Кристофер решает отдаться зодчему, чтобы тот пощадил остальных.
Зодчий выполняет свою часть сделки. И я, конечно, понимаю, что он уверен в своей всемогучести и том, что вот-вот поработит мир или что-то типа того, но все равно это как-то тупенько. Но так или иначе наступает утро. Кови штопает Васина, хотя ветеринар тут тетя Дженни. Просто ей некогда, она спешит выручать Криса. Я знаю, куда он забрал мальчика. Чёрта надо искать, где темно. А темно, ясен пень, в канализации. Не мудрено, что зло злое. Тут никакой велосипед не поможет. На что же надеялись эти двое, непонятно. Плана у них точно не было. А если и был, то предусмотреть в нем гигантскую подводную змею вряд ли получилось бы. В общем, шериф покидает нас, а Дженни вылазит под церковью, где Зодчий уже вовсю готовится к ритуалу, потому что наступило затмение. Она пытается с ним помахаться, но с тем же успехом она могла бы подраться с грузовиком. Впрочем, он ее не убивает, а отшвыривает. Ну, знаете это злодейское отшвыривание, когда он может одним взглядом расщепить своего оппонента. Приезжают Кови со священником. Ночью управление для меньшего светила и... Что это за абракадабра? Книга бытия задом наперед. Он хочет отменить творение. Чтобы противостоять Зодчему, Васян начинает декламировать книгу бытия в правильном порядке, а Зодчий продолжает в обратном и пуляется спецэффектами. Странный, в общем, у них выходит баттл. Без говно залупа пенис смотрится уныло, и никто не побеждает. Поэтому Зодчий превращается в тыквоголового, берет косу и заносит ее над ребенком, но удар на себя принимает священник. Крис убегает, затмение заканчивается. Зодчий дюжа расстроен и стоит что-то материться. Вместо того, чтобы хоть что-то сделать, эти двое срывают портьеры. Появляется шериф, видимо, успешно договорившийся со змеей в канализации. Эдакий шериф экс-каналья, который наносит решающий удар. Все позади. Победа. Я думала, ты умер. Я тоже. Персонаж предполагает, сценарист располагает. Ну и все, в общем, адский сатана в очередной раз пососал. И что тут можно сказать? Фильм обладает приятным вайбиком неплохих фильмов конца 90-х. Звезд с неба он, конечно, не хватает, отчасти потому что звезд в касте не хватает. Рукеры то не тот, не в счет, они никогда не были суперзвездами. Рукера так вообще редко когда можно было увидеть в главной роли. А после этого фильма он как будто бы вообще с главными ролями завязал. У фильма довольно примитивный сюжет, даже для 98-го года, что, впрочем, не помешает в 99-м году появиться к концу света со Шварценеггером, с бюджетом в 30 раз превышающим бюджет Зодчего. Да, у обозреваемой картины бюджет был $3 миллиона, что и не дало ему чуть больше раскрыться, например, в демонстрации города, сходящего с ума, где масштаб происходящего не ощущался. Мужики, борящиеся за горящий стул, выглядели смешно, и в кадр как будто бы попадали просто гуляющие прохожие. Ну хоть за сиськи спасибо, это, кстати, единственная роль этой актрисы. При этом у фильма довольно хорошая главная музыкальная тема, которая задает настроение некоего эпохального события в захолустной стивенкинговской деревушке. Такие дела. У меня же на очереди еще один забытый, но очень интересный фильм из тех времен. Правда, я его еще не пересматривал, и он может выбыть из очереди. Но, тем не менее, попробуйте угадать, какой. Подсказок не будет. Всем спасибо за внимание. Ищите меня в Телеграме. Пока-пока.